готово. Давай, открывай эту штуку, я открываю эту штуку. Не знаю, какой из них армированный и почему у меня так мало. Я много метров заказала. Попробуй, у тебя твердый шнурок. Не обману я вас. Да. И... Что, как-то смотрю, мне кажется, я 10 метров заказала. Посмотри. Раз, два. Это вообще 2 метра. Но она решила, что мне хватит. Вот это армированный, он для геля. Где у меня заготовки? А это для гелевых свечей, да, вот этот парафин? Плотный. Нет, парафин это для парафиновых свечей, которые мы сейчас с тобой будем делать. Вот наш этот. Ну, заберем. Давай, где твоя чашечка? Ты какую выбрала себе? Во что ты будешь заливать? В эту. Положи ее. Нужно отмерить на длину чашечки. Фитиль, бери ручки. Смотри, на попке мы его прикрепим, да, к этой железке. Сверху он должен торчать, ну, прилично торчать, чтобы он... Сказала, по центру и не трогать. Ой. Да, все должно быть очень-очень ровненько. Теперь вот этот процесс очень аккуратно. Сейчас мы посмотрим, не будет ли у нас двигаться. По центру, да. Ага, очень покороче. Дубль 2. Девочка в правом боку нас подвела. Надо же из всех именно это. Я же еще проверила, ты держала в руках правильно, а потом без икс. Без икс у нас получилось без икс. Так, убежала железка. Поэтому рекомендуют очень часто фитиль к этой металлической штучке приклеивать. Вот это важный момент, центрировать фитиль, потому что когда у вас фитиль по центру расположен, ваша свечка будет гореть ровно и красиво. Она будет постепенно оплавляться. Нет, не хочет, видишь, он у нас не хочет держаться. Сейчас придется нам повозиться. Так, это первая свечка сегодня. Что же значит? Судьба такая у первой свечки. Всякое бывает. Я думаю, парафин наш так быстро не застынет. Тогда смотри, какой есть еще способ. Я тебе специально так вот в камеру это все показываю. Да, вот это стоит включить в твой обзор, когда ты будешь делать. Делаем узелок внизу. Мы все следующие так и будем делать. Все. Мы... Ах ты, собака. Так. Значит, делаем узелок, но я думаю, он оттуда не выплывет. И опускаем его, помогаем палочкой опускаться ровно на дно. Все. Все. Вот теперь точно, да. Смотри. Мы его зафиксировали на донышке. И оставляем. Даже, смотри, наматывать не нужно ничего. Ну, любая сказка все-таки требует каких-то затрат. Что мы будем делать дальше? Тут у нас тоже утопился этот держатель. Там еще у нас один держатель утопился. Будем два. Тупленько. Так, вторую свечку. Давай. Финовая пробочка. Видишь? Он сразу засыхает. Видишь? Держи вот так. Держи, не дергай.
Мне другие теперь? Не-не-не-не. Держи, мы сейчас твою именно свечку будем делать. Мы попробуем длину. Подойдет ли длина? Нужен карандаш. Или две палочки. Мы рекомендовали взять две палочки. Мы можем брать без... Так, вот зачистку снимать. Между ней. Сейчас ты все поймешь, что я делаю. Когда мы зальем, все, он закрепился. Ставишь его на серединку. Фитиль должен быть ровным. Идеально ровным. Постараться. И его надо расположить, опять же, постараться расположить в самом центре емкости. Затем нужно ровно по центру положить карандаш, ручку или, ну, вот так рекомендовали как-то именно две палочки, я уж не знаю почему. Я решила тоже попробовать, мне кажется, проще на одну намотать и оставить. Видите, я все-таки по-нашему, по-бразильски предпочитаю делать по-простому, без сложностей. Ну вот, фитилек у нас будет по центру, а это мы в другую свечку положим. Так, растопился наш парафин. Я выключила водяную баню. Мы соблюдаем меры безопасности, поскольку это горячее. Этой палочкой, знаешь, ты будешь размешивать аккуратненько здесь и здесь, когда я накапаю эфирные масла, которые ты выбрала. Так, ты выбрала, это я выбрала. А сколько у вас масел, Сайда? У меня в этом комплекте 12. Я и купила сразу комплект. А сколько вы будете использовать? Ну, я посмотрю сейчас, как пойдет, как у меня будет. Самой водяной бани убрала лишнюю воду, чтобы не обжечь никого. Так, ты давай, сейчас накапаем твои масло. With the one in the air, that's how I roll. Их не нужно много, если масло хорошего качества. Достаточно. Нет, так, So they know that I still got it, and I never feel sorry, yeah. вокруг. Можно, конечно, если вы хотите, чтобы все пахло одинаково, в большой емкости смешать. Или несколько водяных бань сделать. Ну, будут несколько свечей одного аромата, несколько свечей другого аромата. Ну вот мы, наверное, с вами создадим неповторимой каждую свечу. И она у нас будет каждая неповторимая. Мы поняли, что такие длинные фитили нам не нужны. Сейчас мы измерим для этих емкостей. Да. Кто-то, что верная мама. Ну, и Алина. Зашли, сейчас они снова вместе, и как у них там все это продвигается, как в школе там и так далее. Вот, вот. Алло. Алло. Да. Чего? Да-да-да, только в трубку говори, я плохо тебя слышу. Угу. Нужно подождать, когда она застынет почти что. Да, почти. Да, чтобы она была добавить еще мягковатая, но не жидкая. Да, чтобы на верхнюю поверхность положить бобы или кофе, ну, любые украшения, какие ты хочешь. Там камушки, бисер, у кого что есть, блески. Ну, сюда бы лучше я рекомендовала по вот стилистике самой емкости, да, по аромату, который вот мы туда добавили, я бы рекомендовала кофе или бобы.
общем, твоя задача проследить, что